Здравствуйте. Зачем Путину Алиев? Зачем он так долго упрашивал Алиева на аудиенцию, поехал ради встречи с ним в бесполезный Таджикистан к ненужному, но прочному основателю мира и национального единства лидеру таджикской нации Рахмону? Таджикистан безоговорочно поставляет в Россию рабов, сдав в аренду 10% своего населения. Ездить в Душанбе на невольничий рынок нет причины. Алиев, как кандидат в новые смотрящие за регионом, объезжал зону влияния и разрешил московскому просителю встречу на полустанке. Путин тут же в самолет и прилетел голубем мира в неинтересную страну на полезную встречу с необходимым Алиевым. Потом Путин на глазах у всего мира врал Алиеву, зная, что Алиев знает, что Путин врет. Унизительное и примитивное вранье Путина удовлетворило Алиева даже больше прочего заискивания и прогнутой в нужных местах спины. Сбитый самолет прощен, забитые насмерть братья Сафаровы забыты, один взятый в плен заложник отпущен. Что изменилось из менее очевидного? Россия утратила привилегию диктовать Азербайджану. Сбитый самолет закончил период советского главенства и старшинства. И без того самостоятельный Азербайджан завершил многовековой период российского властного присутствия и диктата. Но ведь Путин 2 года тому назад предал Армению, без боя сдав Нагорный Карабах в октябре 23 года Азербайджану, обменяв его на выгоду в своей войне с Украиной. Одно это уже означало смену политического курса. Россия перестала править в регионе, начав покорно исполнять волю Азербайджана. Дело в том, что тогда Путин не предполагал петли на своей шее и лишь планировал отомстить Пашиняну и Армении. Изгнание дьявола из региона стало побочным эффектом, не до конца осознанным самим дьяволом. Но именно сбитый самолет и убитые братья Сафаровы обрушили на Россию избыточные последствия, закрепившие новые правила игры в регионе. Только теперь, со второго раза до Путина дошло, что он проиграл, нечаянно поставив точку в русском покорении Кавказа. Дошло настолько очевидно, что пришлось лететь в Душанбе, топтаться в приемной, врать, вымаливать прощение. Зачем? 2 диктатора. Путин, за которым никого нет, и Алиев, за которым Турция. Им неинтересны погибшие в самолете, в тюрьмах, оставшиеся в заложниках. В мире принято имитировать борьбу с Россией, изображать санкции. Они мешают Путину продавать нефть в привычных объемах. И тут Азербайджан весьма полезен в роли посредника, прикидывающегося продавцом. Это выгодно России, Алиеву, всему миру, беспринципность которого принято недооценивать. Азербайджан готов помогать России торговать нефтью. Еще у Путина, помимо мании собственного величия, схожее заболевание в отношении отечественного автопрома. Путин считает, что величие страны измеряется в автомобилях. Страна, у которой автомобильная промышленность есть, держава. У которой нет, не страна, а недоразумение. И вместо того, чтобы закрыть беспомощные во все времена автозаводы, Путин держит их на плаву, делает вид, что гордится и норовит угостить окружающих. Путину не хватает денег на войну. Но в 2026 году бюджетом определены субсидии отечественным производителям автомобилей на сумму 966 миллиардов рублей, в 2027 году на 1 200 000 000 рублей, в 2028 на 1 400 000 000 рублей. Ситуация как с Лениным в мавзолее, деньги на него тратятся, но к народу он все никак не выйдет. Но помимо справки на столе о существовании российской автомобильной промышленности, Путину важен экспорт. Он с детства помнит, что престиж измеряется еще и в товарах, проданных за границей. ТАСС сообщает, возобновляются поставки российских автомобилей на экспорт в Евросоюз. Вопреки санкциям и запрету, ЕС вновь станет покупать российское. Первой отправится партия автомобилей «Нива» в Чехию, в ту самую, которая на стороне Украины, против России и войны, безоговорочно за санкции. Но это будут Нивы не производства АвтоВАЗа, это будут Нивы, собранные в Азербайджане на заводе «Азермаш». Как с нефтью. Все будут делать вид, что русский дух и Русью пахнет где-то в другом месте. Зачем Путину Алиев?
торговать «Жигулями». Автомобиль в конце XIX века начинался как привилегия. Дорого, необычно, эпатажно. Автомобиль себе позволяли самые богатые. Цена машины превосходила конный выезд с кучером и свитой. Позволить себе автомобиль могли только самые состоятельные, самые отпетые, кому кроме необходимости предъявить богатство требовалось удивить и покрасоваться. Прикидываясь нормальными, они непременно рассказывали о прогрессе. Было важно в своих глазах выглядеть современными. Технический прогресс предложил совершенный заменитель лошади, и самые продвинутые представители богатых кругов тут же откликнулись, оценили, поддержали. Тот, кто на автомобиле, тот лучше остальных, поскольку отозвался на веление времени, вызовы современности, оплатил из своего кармана очередное достижение человечества. Автомобиль неплох, его владелец и подавно самый хороший. Ни одно государство не было готово к автомобилю. Как реагировать, что с ним делать, никто не знал. Но немцы начали автомобили регистрировать, французы принялись регулировать, англичане писать законы, американцы изобретать заново. Роль государства в автомобильном вопросе свелась к созерцательному соучастию в гомеопатической дозировке и ни в коем виде не удостаивала поддержки. Никому не приходило в голову доплачивать за прогресс бюджетными деньгами, выплачивать аристократам, купившим себе машину, субсидию, придумывать для них привилегии и выгоды, обустраивать для автомобилей специальные стоянки, писать специальные законы. Власть не отрицала, что автомобиль – это техническое чудо, важный этап развития, весомый участник экономики, но строить дороги, разворачивать сеть бензоколонок, создавать станции техобслуживания, проводить автовыставки ни одно государство не собиралось. Лишь не сильно мешало, полностью отдавая новое явление в частные руки. Кто хочет ездить, только за свой счет. Кому нужен автомобиль, пусть сам оплачивает прогресс со всеми его последствиями, сам строит шоссе, мотели, заправки, техстанции, автодромы, шоурумы, автозаводы. При единственном условии – не забудьте заплатить налоги. Не специальный автомобильный, на общих основаниях, как в случае с любым другим видом коммерческой деятельности. Автомобили создавались, развивались, распространялись, совершенствовались сами, без помощи государства на личной инициативе частных лиц. Электромобили. Они дороже нормальных машин. Первыми их покупать додумались богатые. У бедняка на электромобиль денег нет. Переплачивать за модную тему в состоянии только те, кто все остальное уже давно купил, и оно ему надоело. Бедняк с трудом может купить себе машину на последние, электромобиль на последние деньги не покупают. Но если в первых шагах автомобилизации XIX века государство участия не принимало, то за электромобили в XXI веке власть схватилась зубами и принялась помогать богатым, тыча их в нос бедным в качестве примера сознательности, прогрессивности, ответственности. Богатые, оценившие новую ступень развития технологий, получили от властей поддержку, привилегии, моральный козырь. Богатые не любят, когда их упрекают за деньги, но любят, когда перед ними кланяются. Но деньги не видны. А электромобиль сразу стал заметен, и поскольку власть принялась поднимать его статус, попутно она вознесла наверх богатых, восхитившихся таким поворотом. Внезапно их похвалили за дикие траты и нелепые покупки. И, что еще важнее, потребовали от общества аплодисментов. Прежде богатые озирались в ожидании несвежего помидора, а тут внезапно удостоились света софитов. Именно за то, за что прежде их презирали. А теперь неожиданно зауважали или сделали вид. Богатым это понравилось. Они всегда так хотели. И чтобы не молчать, принялись рассказывать себе то же самое, что перед зеркалом репетировали покупатели первых автомобилей в конце XIX века. Они за прогресс. Они и есть само совершенство наравне с электромобилями. И поскольку мало кого из людей есть за что ценить, эти остались очень довольны. Их наконец-то полагается ценить за покупки и доплачивать. Одаривать владельцев электромобилей – то же самое, что придумывают привилегии для тех, у кого Rolex или вилла. Купил виллу,
получил от властей бесплатные коммунальные услуги. Бедняк в сарае за свет и воду платит, хозяин виллы нет. Бедняки всегда виноваты перед властью, что с них нечего взять. И помогать бедным не хочется. То ли дело с богатыми. Они лучше, чище, приятнее, поэтому пусть за тягу к модному электромобилю получат максимальное расположение властей. Первый из японцев создать специальный бренд для покорения американского рынка придумала Honda и в 1984 году создала Acura, не услышав в этом слове ничего японского. Быстро все придумала и стремительно вышла на рынок. Второй оказалась Toyota. Думать над Америкой она начала раньше Honda, но со своим специнструментом Lexus вышла на рынок в сентябре 1989 года. Через 2 месяца, в ноябре 1989 года, Nissan начал продавать в Америке Infiniti. В Японии все непременно самураи, обожают битвы, и на 3 именах атака на Америку не закончилась. 4-й, ощутивший приступ амбиций, стала Mazda, о чем сегодня никто не помнит. К тому же Mazda никогда не выглядела настолько сильным игроком, чтобы обзаводиться собственной Америкой. Ведерко самураев на этих 4 именах не заканчивается, но Isuzu, Mitsubishi, Daihatsu, Subaru громоздить подобный огород не посчитали нужным, полагая, что создавать объект преклонения надо у себя дома, а не за границей. Заодно опасаясь, что может выйти не ботанический сад, а сад камней, японцам понятный, пониманию остального мира недоступный. Судзуки в 1989 году получила спецпредложение от General Motors и пришла на рынок Америки под брендом Geo, не потратив ни одного своего доллара. Остальные откусывали от американского пирога собственными ложками и вилками, постоянно получая выгодные предложения прикинуться американцами и выступать под американскими именами, приклеивая местный логотип и немного поменяв прищур. Mazda чувствовала себя в Японии главным самураем, свысока смотрела на Toyota, Honda, Nissan, смаковала недосягаемые для остальных роторные моторы Ванкеля и сочиняла премиальные бренды для внутреннего рынка. Казавшаяся неприметной, скромной, малозначительной, внутри себя Mazda грезилась грандиозной. В 1989 году Mazda для внутреннего рынка Японии сочинила премиальный бренд Eonos. Мы знаем модели этого бренда как Кседесы. В 1991 году мания величия обрела необратимую мощь, и Mazda создала подразделение люксовых автомобилей Эфини. Под именем Eonos продавались обычные Мазды, но в богатой комплектации. Этот же рецепт остался и для Эфини. Никаких специальных моделей или платформ ради люксового люкса фирма делать не стала, предлагая все те же серийные Мазды. И только в 1991 году случилась внезапная оригинальность, и Mazda под брендом Эфини начала продавать в Японии Citroën XM, а затем еще и Xantio. В стремлении Mazda не выплескиваться со своим престижем за японские пределы, ублажать только внутреннего потребителя, логика понятна. Все лучшее полагается японцам. Но получилось не очень достоверно. Когда ключевые игроки потянулись в Америку, усидеть дома стало невозможно. Mazda тоже захотела. Для американского рынка она в 1988 году придумала не только новый бренд Amati, но и, наконец-то, новую машину. И задумала поразить американцев необычностью во всем, предложив уникальный инженерный шедевр в максимально качественном исполнении, с невероятным двигателем и в самом американском кузове двухдверном купе. И еще одно. Это должна была быть большая машина. В 1989 году на Токийском международном автосалоне Mazda неожиданно показала невероятный 12-цилиндровый двигатель объемом 4 литра с алюминиевым блоком, магниевыми головками и керамическим покрытием клапанов и цилиндров. И конфигурация у него была фантастическая, не полагающаяся в V12, а невиданный дубль V12, как это позже сделал Volkswagen. В Японии принята скромность, ни один производитель не указывает достоверную мощность мотора, занижая показатели. Официальная мощность этого двигателя была 280 лошадиных сил, на самом деле больше 300. Именно его собирались поставить под длинный капот
будущего американского автомобиля. Позже из этой затеи вырос 9-й Кседас, но с гораздо более скромными моторами. А на роль дебютного флагмана японцы в результате выбрали купе Эонос Космо 4-го поколения 90-го года, чтобы машина получилась максимально американской. Длина у нее почти 5 метров. Технических чудес ей выдали сверх меры, применив все, о чем мечталось и давно хотелось попробовать, но нельзя было ставить на конвейер. Под эту машину Mazda разработала самостоятельную платформу JC, больше не применявшуюся ни на одной другой модели. Подвеска. Спереди многорычажная, сзади и подавно многорычажная, на 4 амортизаторах. Такого больше никто не делал. Тормоза дисковые, на всех 4 вентилируемые. Двигатель. Под бесконечным капотом вместо 12 цилиндров поставили первый и единственный в собственной истории трехроторный ванкель объемом 2 литра. В истинной мощности решили не признаваться и вместо 320 лошадиных сил скромно обозначили 280. Помимо 3 невиданных роторов у мотора было 2 турбины, позволявшие избежать турбояму. Но гамма моторов состояла не только из этого уникального двигателя, всего машине предлагалось 4 ванкеля, но остальные были двухроторными. Поскольку бренд Amati должен был прослыть синонимом не только спортивности, но и роскоши, Эонос Космо получил дорогую кожу лучшей выделки, но особая гордость интерьерщиков – французский вяз, спиленный где-то в окрестностях Лиона, отполированный мастерами в Милане, украсивший породистым шпоном салон, и специальные покрасочные камеры на новом заводе, благодаря которым качество покрытия должно было получиться лучше, чем у Роллс-Ройса. Космо был не только роскошным, но и прогрессивным. Все модификации оснащались цифровой приборной панелью с комбинацией аналоговых и цифровых указателей с более высоким разрешением, чем многие из доступных в то время. В топовых комплектациях из темноты появлялось слово «Космо», бегущее по опоясывающей приборной панели. Сенсорный экран и первая в мире навигационная система GPS, электроприводы всего на свете, убирающийся руль, климат-контроль, круиз-контроль, CD-чейнджер, отличная акустика, сенсорный кубозакатыватель. Работая над платформой, инженеры Mazda страдали двойственностью и метались между спортом и комфортом. Не сумев совместить, создали 2 комплектации – спортивную Type S, более жесткую, четкую, резкую, с тканевым салоном, и комфортную Type E на коже, с деревом, CD и плавностью хода. Но отлично ехали обе, с 0 до 100 разгоняясь за 6 секунд. Следующим шагом вслед за купе Эонос Космо Mazda планировала развернуть широкий модельный ряд и двинуть на Америку флагмана Amati 1000 с мотором V12. То есть под Америку Mazda сделала 2 12-цилиндровых совершенно разных двигателя, и ни один из них не состоялся. В длину великий седан планировался больше 5 метров. Позже из этой затеи родилась Mazda Sentia 2-го поколения, по-своему отличная, но не столь грандиозная. Еще в гамму готовились добавиться все остальные машины, например, 6-й Кседас. Бренд Amati заявили на американском рынке в августе 1991 года. С агентством Lord Dentsu & Partners был заключен контракт на продвижение нового бренда на $60 миллионов. Назначены 67 дилеров. 20 октября 1992 года Mazda объявила о закрытии проекта Amati. Он просуществовал 1 год и 2 месяца. Mazda вполне могла доиграть сценарий до конца, но не выдержала японская экономика. В конце 1991 года разразился самый сильный кризис в послевоенной истории Японии. Следующие годы в Японии назвали потерянным десятилетием. Чтобы не обанкротиться, Mazda закрыла проект Amati и, понеся огромные финансовые потери, чудом закрыв год без убытков, вынужденно продала еще 12% акций Форду, в общей сложности отдав американцам долю в 30%, утратив независимость. А блистательный Эонос Космо стал просто Маздой Космо, продавался на внутреннем рынке,
Версии с левым рулем не было, и это был чисто японский продукт. Поскольку Японии было не до красивых купе, в производстве модель простояла только 6 лет, и в 1996-м была снята. Всего выпущено 8853 экземпляра. Америку 70-х самые удачливые листали в журнале «Америка». Антисоветской была каждая его страница, но особенно фотографии, любые. А те, что с автомобилями, разрушали устои социализма сильнее жевательной резинки и мечты о джинсах. Журнал разрешался только коммунистам, комсомольцам, профсоюзным деятелям. Выслужить подписку простым смертным было крайне трудно, почти невозможно. Америка 70-х была недоступна и прошла для советских людей недосягаемой мечтой, фетишизацией всего западного и разговорами в курилках про автомобили Америки. Любая американская машина вызывала стоны и на время лишала советского человека желания строить социализм. Когда в перестройку людям ненадолго разрешили пожить по-человечески, вся недоступная Америка внезапно оказалась в России и поехала по улицам картинками журнала, оказавшись и вправду отличными и очень интересными автомобилями. С тех пор одни пошли дальше, сейчас ездят на неплохих машинах, другие заплыли за буйки и присягнули на верность Грете Тунберг. Еще остались и те, кто до сих пор в норме и продолжают ценить великие автомобили. Свежий сериал «Дастер» 2025 года снят про Америку 70-х. Сделан сериал ради самого главного, что было в стране в те годы – автомобилей. И сюжет построен вокруг темно-красного Плимута 1969 года. Сегодня все знают, что «Дастер» – это дача. Но в 1969 году имя принадлежало корпорации Chrysler, и «Дастер» был горячим спортивным автомобилем подразделения «Плимут». Сериал назван в честь главного героя – автомобиля «Плимут Дастер». По сюжету его водитель – положительный герой, немолодой, очаровательный, харизматичный, любимый всеми женщинами штата Аризона. Он работает на мафию и в каждой серии исполняет задания по доставке преступного, запретного, запрещенного, постоянно вляпываясь в нелогичные ситуации, которые разрешаются самым чудесным образом. Антураж 70-х позволяет с наслаждением любоваться той самой Америкой из журнала и теми самыми автомобилями. Все, как и мечталось в далекие годы. Отличными машинами насыщен каждый кадр, поэтому, если не нравится сюжет, можно дождаться следующего эпизода, когда перестанут бороться за права чернокожих, имитировать работу ФБР, грозно хулиганить и опять начнут гоняться друг за другом, отлично предъявляя красоту истинных автомобилей в самых выигрышных ракурсах. Машин в фильме много, все они интересные, большие, достоверные. Плимут Дастер в фильме тюнинговый, с мотором пуще самого крутого. Штатная линейка двигателя у него начиналась чахлой рядной шестеркой, но в остальном состояла из полагающихся V8. Самый достойный из них был объемом почти 6 литров, мощностью 275 лошадиных сил, но главному герою лошадей не хватило, и он добавил от души. Поскольку все самое важное в сериале связано с этим Плимутом, просто ехать он не может, и все время, даже по самым незначительным поводам, дрифтует, идет боком, крутится в управляемом заносе. Чтобы поразить зрителя и подчеркнуть профессиональный уровень водителя, Плимут Дастер не с автоматом, а реликтовой и непостижимой механикой. Те, кто в Америке знает святой алгоритм ручного переключения передач и владеет таинством 3 педалей, воспринимаются героями более весомыми, чем Супермен, Человек-паук и Железный человек. На всякий случай, чтобы водителя обожали не только женщины Аризоны, но и внимательные зрители в остальных штатах, у него на зеркале для подсказки болтаются армейские жетоны, объясняющие лихой характер. Но самая примечательная особенность сериала – титры. Они давно старались превратиться в самостоятельное произведение искусства. И вот, наконец, это отдельное повествование, сыгранное младшими машинками из вселенной Hot Wheels, Бурага и Matchbox. Наблюдать их погоню
так же интересно, как прочие автомобильные события фильма. Сняты игрушечные машинки отлично, прекрасно обозначив основную суть сериала. Дастер. Искусственный интеллект — это прогресс. Наконец-то на подмогу электромобилям подоспел следующий виток технологического совершенства. Поэтому все, кто против искусственного интеллекта, это те же отсталые ретрограды, кто до сих пор не вставил 2 пальца в розетку и не возлюбил электромобиль как ближнего своего. Искусственный интеллект нужен, важен, полезен. Именно ради него развивалось человечество предыдущие века и теперь может передать эстафету искусственному интеллекту, чтобы отдохнуть от многовековой задумчивости. Отныне совершенствоваться будет не личность, а услуги для нее. Задача человечества — развлекаться. И если придется вдруг вместо развлечения остановиться и попытаться подумать, то пусть от умственных усилий страдает искусственный интеллект, а люди продолжат превращаться в обезьян. Только Никола Тесла уничтожил свои опасные изобретения, объяснив, что человечество не доросло до них и вместо пользы начнет ими воевать. Остальные полагали иначе и, расщепляя мирный атом, получили ядерное оружие. Академик Сахаров после этого раскаялся, перестав служить государству, принялся служить людям, предлагая им нравственность, мораль, принципиальность, за что большинством был не понят и высмеян. Искусственный интеллект лучшим увеселением и результативным явлением стал только что, где-то в 25 году. В прошлом году он проявился только пару раз, впервые объявившись в подслушанном телефонном разговоре продюсера Иосифа Пригожина с богатым Фархадом Ахмедовым, которых подставил перед Путиным и ФСБ, изобразив голоса и мысли. Зато теперь у каждого есть чат GPT, наконец-то взявший на себя управление жизнью и поступками. Пригожина искусственный интеллект подставил, зато для остальных искупил вину и начал приносить пользу. Троянскому коню люди поверили в 1209 году до нашей эры и еще более охотно поверили теперь. И начали пользоваться, наслаждаться, отмахнувшись от злого умысла, глупостей и аморальности искусственного интеллекта. Они ведь и сами глупые, аморальные, злые, и видят в этом большую человечность и считают отличными характеристиками искусственного интеллекта, подтверждающими максимальное сходство с человеком. Оба негодяи, только один электрический и слуга, а второй натуральный и хозяин. И вот уже появилась Тилли Норвуд, несуществующая актриса, созданная искусственным интеллектом, и автор затеи — настоящая Эллен ван дер Вельден. Как и в случае с атомной бомбой, Эллен ван дер Вельден пришлось оправдываться и объяснять, что она ничего плохого не хотела, и создала Тилли-искусственницу ради доброго дела, чтобы актеры перестали мучиться в кадре и спокойно валили лес, клали шпалы или занимались каким-нибудь другим полезным трудом, а в кино за них сыграет компьютер. Людское стадо, присмотренное и управляемое чатом GPT, смиренно поплелось деградировать дальше, не придав значения Тилли Норвуд, не посадив Эллен ван дер Вельден ни на кол, ни на цепь. Летом Министерство транспорта США сделало ряд заявлений, направленных на усложнение процедуры получения или продления водительских прав для пожилых людей. Даже в Америке люди старятся, бледнеют, глохнут, слепнут, начинают угрожать безопасности на дорогах. При этом, как и принято во всей Америке, ездят за рулем до гробовой доски. Но раз они слабеют умственно и физически, значит, Министерство транспорта должно принять меры. Омолодить людей не получается, остается ограничивать. Сайт проверки фактов Snopes проделал отличную работу и разоблачил искусственный интеллект,
создавший эти фейковые нападки Министерства транспорта на пенсионеров. Ничего подобного Америка не затевала. Это вранье. У Минтранса претензий к старикам нет. Никаких ограничений не планируется, что не помешало интернету наполниться сообщениями об ужесточении правил вождения для пожилых людей. Искусственный интеллект взялся изводить стариков, о чем современная молодежь мечтает, но не знает, как подступиться. Искусственный интеллект готов помочь. Другое расследование установило, что больше половины публикаций в LinkedIn созданы искусственным интеллектом. Это популярная густонаселенная социальная сеть. В ней ищут работу и общение. Вместо работы находят искусственный интеллект, в переписке с ним прекрасно проводят время и получают искусственно созданное разбитое корыто. На днях было опубликовано завещание первого президента Чешской Республики Томаша Масарика, написанное в 1935 году. Люди любят оставаться глупыми, но не облегчайте им это. Но люди добились права оставаться глупыми и готовы за него убивать. Те, кто не верит в искусственный интеллект, прежде не верил в электромобили, а еще раньше не верил в мирный атом, бомба из которого получилась случайно, и совсем скоро прилетит в Европу, предъявив научно-технический прогресс, отрицать который могут только отсталые ретрограды, не верящие в искусственный интеллект и святой чат GPT. Универсалы из представительских седанов не удаются. Выпилить из цельного куска Мерседеса С-класса приличный универсал не получается даже ради брунейского принца Балкиаха. Превратить Феррари в красивый универсал невозможно ни за какие деньги, хотя подобные заказы всегда щедро оплачиваются. Сделать из купе Rolls-Royce универсал не менее дико и бесполезно, что не избавляет от желающих. Почему-то всегда находятся те, кому нужно то же самое, но с перламутровыми пуговицами и в любой момент времени. Где-нибудь непременно кипит работа по превращению достойного автомобиля в неловкую причуду миллиардера. Немецкое кузовное ателье Нильс ван Рой Дизайн на днях призналось в давнем преступлении и в надежде на погасший срок давности предъявило улики. Дизайнеры поглумились над Роллс-Ройсом Корнишем 1981 года, превратив купе в универсал. Получившийся катафалк они назвали «шутинг-брейк», пытаются гордиться. Клиент купил Роллс-Ройс Корниш новым в 1981 году, наслаждаясь его архаичным классицизмом, умело путающим возрастные карты, благодаря чему возраст любого Роллс-Ройса трудно угадать, и он намеренно выглядит устаревшим, даже будучи чрезвычайно молодым. Считается, что Корниш в кузове купе перестали делать в 1980 году, и это последний в истории, завершающий серию экземпляр. Вдоволь насладившись собственным аристократизмом, наигравшись в автомобиль, владелец внезапно заболел тягой к велосипедам и захотел как-то совместить свое персональное великолепие с велосипедной банальностью, не растеряв полагающегося лоска. При таком недуге рекомендуется купить самый дорогой велосипед, украсить его стразами Сваровски и на том угомониться. Увы. Хозяин пожаловал к Ван Рою, респектабельно воссел в кресле, отведал вдову Калико и под черную икру заказал шутинг-брейк, обрисовав пожелания и образ жизни. Требуется из купе сделать универсал, но такой, чтобы в нем стало возможным не только ездить вдвоем с женой, но и аристократично возить чемоданы. В багажнике чемоданам неудобно, они никого не видели, их никто не видел, а они не менее породистые, чем хозяева. Требуется обустроить их с максимально обозримым комфортом. Помимо этого требуется научить задние сиденья складываться в идеально ровный пол, без перепадов и зазоров, чтобы напоминало британский газон и годилось для ночлега в походных условиях, если вдруг все окрестные отели Ritz заняты. Самое важное, чтобы Rolls-Royce стал техничкой велокоманды и мог в роскоши, упокоении, комфорте, под хорошую музыку возить два велосипеда. Ван Рой отнесся с пониманием к недугу клиента и заказ принял. Это была долгая и сложная работа. Ван Рой заново спроектировал автомобиль.
Самым проблемным стал бензобак. Из-за полагающегося катафалку ровного пола ему не оставалось штатного места под задним сиденьем, и надо было переставить его между лонжеронами, не помешав заднему мосту. Заново были разработаны и построены задние сиденья, умеющие складываться в линию. Корнишу спроектировали новую крышу, все багажное отделение и заднюю дверь. Задняя дверь совершенно новая, не имеющая аналогов. Ван Рой не взял чью-то готовую, подходящую по размеру. Он спроектировал ее с нуля, вручную выколотил на болванке и довел до ума зиг-машиной. Получилась идеальная, совершенно безупречная дверь. А для самого главного, для велосипедов, Ван Рой смастерил выдвигающийся вместе с задним бампером велобагажник, достойно обыграв стилистику Роллс-Ройса. Не просто две трубы и крепеж, а добротная конструкция с литьем и гравировкой. Как раз она очень и осложнила жизнь бензобаку, поскольку места для двоих под полом не находилось. Переделка под велосипеды из категории тех капризов, когда клиент увлекается стройкой и просит переоборудовать Rolls-Royce под бетономешалку, заодно придумав место для лопаты из красного дерева. В чем Ван Рой безупречен? В наличии идеального вкуса. Техничка для велосипедов осталась Rolls-Royce, получив огромное количество новых деталей, отличного вида и качества. Прекрасная инженерная проработка, профессиональное конструирование, безупречное исполнение. Угадать в этом Rolls-Royce спорт и велосипеды крайне трудно. Получился очередной катафалк, сохранивший респектабельность, аристократизм, породу, добавивший лихости. Не красавец, но возить покойников вполне можно. Учитывая, что владелец не молодеет, по мере интеллектуального увядания открывает у себя новые пристрастия, переделывая под них автомобиль, с предстоящей ролью на похоронах этот Rolls-Royce Cornish справится, в последний раз порадовав хозяина идеальным соответствием новой задачи. Литва определилась с автомобильной промышленностью. Прежде тем же маршрутом прошел Израиль, до него Швейцария. Главный вопрос – нужна ли в маленькой стране большая автомобильная промышленность? Заводы, фабрики, институты, дым из трубы, миллионные тиражи? Нет. Израиль попробовал свой автопром. Предприятие Иллин в 1951 году занялось контрактной сборкой автомобилей теперь уже несуществующей американской марки Kaiser Frazer. В 1957 появилась израильская фирма Autocars, и еще был завод Leyland по выпуску грузовиков. Короткий период израильского автомобильного производства поднялся до уровня собственных имен и моделей – Сабра, Сусита, Кармель, Гильбоа. Но после шестидневной войны западный мир, убедившись в мощи Израиля, предпочел сотрудничество вместо конфронтации и наполнил внутренний рынок отличным импортом, оказавшимся лучше и дешевле местного. На сегодня гражданские автомобили в Израиле привозные, а собственное производство занимается выпуском военной техники. Танки нужнее автомобилей. Помимо Меркавы, Израиль выпускает бронемашины разных классов и типов, внедорожники, багги, разбавляя палитру красивыми автобусами. Литва не стала заводить себе АвтоВАЗ и решила выпускать бронеавтомобили. Любую гражданскую машину можно в Литве купить у официального дилера или пригнать из Германии и мирно жить, катаясь по Евросоюзу и окрестностям. Но в преддверии войны и для усиления войска литовского, уж если затевать собственное автомобильное производство, то самое полезное – военного назначения. Главная в теме инженерная компания «Аурида» из Паневежиса. Конструирование, испытание, производство колесной техники классов бронирования по стандартам НАТО «Станак». Вся линейка броневиков имеет общее имя «Таурус». Самая свежая разработка – «Таурус 4.1». Премьера машины прошла осенью на международной выставке оборонной промышленности в Польше. «Таурус 4.1» – это МРАП. У него баллистическая и взрывная защита уровня 3А и 3Б по стандарту «Станак» 4569. Машина выдерживает подрыв на фугасе до 8 кг тротила под колесом. Также боковой взрыв до 50 кг тротила.
Литовская эта машина на 80%. Идея, конструирование, броня, сварка, сборка свои. Двигатель Cummins объемом 6,7 литра мощностью 360 лошадиных сил. Автоматическая коробка Эллисон. Подвеска своя, независимая, амортизаторы гидропневматические. Для тех, кто ценит разгонную динамику. От 0 до 100 Таурус разгоняется за 17 секунд. Полная масса 13,5 тонн. Как всякое модульное изделие, Таурус 4.1 в состоянии вынести полагающиеся тяготы и лишения воинской службы и работать на войне, в обороне, наступлении, для эвакуации, войскового подвоза. Как носитель различных вооружений он может поддержать пехоту в атаке, возить десант, красться в разведке, быть радистом, стать командирской машиной, охотиться на беспилотники, кормить, лечить, вывозить из-под огня. Помимо новинки сезона осень-зима 2025, у компании Aurida готовы еще 4 модели разных классов защиты и различных колесных формул. Помимо 4х4 есть 6х6 и 8х8. Модель Taurus 4.3 с колесной формулой 4х4 красивее и мощнее. У него двигатель объемом 8,9 литра, мощностью 450 лошадиных сил. Он тоже МРАП и готов к фугасу под колесом. Taurus 6 колесной формулы 6х6 – это совсем другая машина. На ней надо воевать. Транспортные функции по доставке она тоже выполнит, но со скорострельной пушкой, пулеметами, РСЗО будет эффективнее. Класс защиты 4 по натовскому стандарту «Станак». Выдерживает 10 кг тротила под колесом и те же 50 кг сбоку. Весит 17,5 тонн, что не проблема для двигателя объемом 8,9 литра мощностью 450 лошадиных сил. Taurus 8 колесной формулы 8х8, тяжелее, мощнее, боеспособнее. Он тоже МРАП по 4 классу «Станак», готов к подрыву 10 кг тротила под колесом, но как самый грузоподъемный в гамме, предназначен для установки артиллерийских систем и непосредственному участию в войне. Полная масса 22 тонны, двигатель объемом 8,9, мощностью 480 лошадиных сил. Литва стала страной со своей автомобильной промышленностью. Вопросы, ответы. Игорь Станиславович. В 80-х и еще в 90-х казалось, что все новое должно быть лучше. С нетерпением ждал разные новые техноновинки, новые поколения автомобилей. В 2000-х уже не столь азартно стал наблюдать за изменениями, которые явно начали вступать в противоречие с моими представлениями о дизайне, эстетике, технической необходимости и тем более качестве предлагаемых товаров. Особенно разочаровывало, что привычные немецкие или американские товары вдруг стали ассоциироваться с Китаем, а не с Европой или Америкой. К тому же чистокровные западные фирмы как будто по чьему-то злому умыслу потеряли былой шик и качество. Ориентироваться на бренд становилось бессмысленным занятием. От любой фирмы можно было ждать неприятный сюрприз. Митяй К-51. Раз профсоюз страховщиков РСА может под себя законы писать, почему бы профсоюзу дважды автомобильного АвтоВАЗа не писать? Алекс П. Уклонение от уплаты налогов неприемлемо в любом государстве. Да, но существуют государства, в которых есть далеко не все налоги. Например, в Литве нет налога на недвижимость, нет налога на автомобиль. Купил квартиру и ни цента государству не должен. Купил машину и больше ничего никогда никому не платишь. Просто ездишь. На сегодня все. До свидания.